Всем здравствуйте. Вот моя машинка. Я ее показывал года 2 назад. Сейчас у нее пробег почти 50 тысяч. Это Fit 3-го поколения, 2014 года. РС. Полторашка, 132 лошади. И вот так вот он заводится со стуком. Первые секунды он стучит. После повторной заводки уже этого стука нет. Смотрим. Вот так он заводится на холодную. Заводим повторно. Коллектор снялся нормально. Ну, кстати. Блин, жестковатая. Ну, так-то не просаженная. Ну так в машине-то еще, машина свежая. Так-то не просаженная. Ну, и пробега-то еще немного. Ну, рано еще и, в принципе, да. Да, вот такое состояние. Я так думаю. Ну, сейчас будем снимать дальше, до головы добираться. Никто не отмечает. Достаем, да? Достаем и смотрим, что у нас там случилось за 50 тысяч пробега. А тут у нас вот что. Да. И вот мы смотрим, как у нас цепь, на чем она работает. Вот так вот у нас. Ну, в принципе. Такая у нас крышечка. Довольно-таки чистая. Сальники свечных колосов мягкие вообще. Вообще офигенные. Ну, вот. Мягонькие. Ну, масло я меняю через каждые 8 тысяч. Ну, здесь чистота идеальная. Ну да. Вот. А вот это вот. Докопаться даже не до чего. В таком состоянии. Вот сейчас будем клапана регулировать. А вот это вот у нас, что это у нас такое, вот это вот хрень-то? Вот это вот и есть эта хрень. Которая может стучать у нас на холодную, ну, да? Скорее всего, непосредственно, да. Ну, тут не настраивается. Вот это вот муфта. Муфта Так есть называют. На что я как бы акцент и делал. Да, подозрение на нее, что она будет на холодную стучать. Ну все, вот в таком. Сейчас регулируем клапана. Смотрим, до какого состояния они у нас этот. Так, это удаляем. Ну, да, у нас новенькая есть. Вот старую прокладку мы удалили. А это новая пришла у нас оригинальная. Хондовская под таким номером. Ищите. Все. Сейчас мы посмотрим, как у нас расшатались клапана. Что у нас? Или это вот такая у нас муфта стучит на холодную, или клапана. Свободно. Ну, тут 25-й проходит, но свободно пролетает даже. Не то что 0,3 зазор впускного клапана. Должно быть. А должно быть В 2 раза меньше, да? 0,2 это как минимум. 0,2. А здесь 0,3, да? А здесь 0,3. Вот, смотри. Вот даже кулачок не получается не полностью прошел, не перпендикулярно толкателю, а 0,3 этот заходит на впуске. Какого не должно быть вообще, в принципе. Ну вот. Сейчас. Это сильно большие зазоры. Ну поэтому Сейчас. и стук на холодную. Возможно, из-за этого. Да, на впуске он как бы меньше греется, это клапан, чем выпускной. Сейчас на выпуске померяем сколько. Так, вот на этом. Так, я на выпуске. Наверное, даже 0,25 нафиг сюда. Так. Этот 0,25. А этот 0,3. 0,3, конечно, многовато для такого. Ну, впуск больше превышает Ну, в общем, норматив. В общем, надо регулировать. Да. Не зря мы приехали. Это сильно большие зазоры, я говорю. Ну, сейчас будем это Это вообще будет исправлять. такими зазорами, конечно, тут не то, что бряк будет.
Тут вот при нормальной работе будет стук. Просто. Все. Ну все, проверили прокладочку. Прокладка-то самая. Ну, раз это оригинальный номер и оригинальная запчасть пришла, должно все подойти. А это вот прокладки у нас на впускном коллекторе, которые идут тоже под замену, но цена вопроса я выложу это в описании. Посмотрите, ужаснетесь и будете садить на герметик. Но если кому-то не жалко 4000, конечно, можете заменить. Оригинальный номер по этой прокладке я выложу. Цена будет указана за каждое колечко. Каждое колечко сейчас пока стоит в пределах 800-900 рублей, смотря в каком магазине вы закажете. Плюс доставка, плюс время. Практически все дают на доставку 1 месяц. Так что думайте при регулировке клапанов. Вот вчера мы отрегулировали клапана. Сегодня машина постояла не в теплом гараже, в холодном. Посмотрим, как она будет сейчас заводиться. При запуске будет металлический стоп или нет. По-моему, стало получше, но металлический стук так и остался при запуске. Мы будем смотреть, что там находится. Муфта в ТЭК. Под каким номером. Всего хорошего. До новых встреч.